Дорогие друзья, поскольку, когда я выключаю свет, значит, некий товарищ тут ходит кругами и является прямо передо мной вот там. Я думаю, что в тех роликах, которые я загружу, вы, наверное, его все-таки увидите, его белый силуэт. Ну, в общем, достал меня, отвлекает, и я не могу спокойно, как бы, знаете, говорить. Не то, чтобы мне там трясет или что, я их видела 100 раз. Ну, просто отвлекает. Ну, вот как бы смотрю, пытаюсь понять, кто он, что он, черты похожие, да. Естественно, отвлекаюсь. Поэтому я при свете буду это снимать, этот ролик. Тем более, что сейчас я буду учить простых людей, как помочь самим себе или близким. Друзья мои, вы знаете прекрасно, что кожные заболевания – это не шутки, да, они обезображивают лицо человека, они обезображивают кожу человека. Есть псориаз, есть зуд, есть крапивница, есть прыщи, есть всякие там кожные заболевания, которые, ну, неприятны, противны, тем более для молодых людей, им хочется как-то от этого избавиться. Очень много заговоров, заклинаний, которые, по сути, эффекта особо не дают. Вот я сейчас вам дарю свои заговоры. Некоторые из них я составила, когда мне было 18-19 лет. Естественно, сейчас я немножко улучшила, потому что тогда-то было более так по-простому звучало, да. Я улучшила, связала это с определенными силами и дарю вам. Вы можете провести для себя, вы можете провести для близкого человека, для своего ребенка может мать провести. Проведите это несколько раз. Желательно, чтобы эти все заговоры вы начитали, это как маленькие ритуалы, да, которые не менее сильны, чтобы вы их начитали, когда солнце садится, то есть на закате. Они эффективнее и лучше работают. Я вам объясню от и до, как это делать, каким образом начитывать. Перед вами бог Асклепий или Эскулап. Он бог врачевания. Говорили, что в древнем мире приносили ему черного петуха, просили помощи. Он ночью приходил и говорил, какие травы собирать, что делать, как себе помочь. Вы знаете, когда я когда-то болела, мне во сне он пришел, и он сказал не то, что как мне вылечить себя или что, он мне просто сказал, что у меня. И я когда пошла к врачу, мне просто это сказали, я удивилась, как тот, кто был в таких древних одеждах, да, мог сказать современный диагноз. Но потом я поняла, что это был сам бог Асклепий, скорее всего. Ну, не скажу, что он прям похож был на эту статую, но был старик такой в древнегреческой вот тунике. Вот. И именно поэтому я всегда, когда провожу на здоровье, на исцеление определенные ритуалы, я беру и ставлю его на алтарь. Хочу сказать, что нельзя просто так брать какие-нибудь, значит, статуи. Еще рекомендую всем подряд их брать, поскольку боги, силы, духи, сущности и прочие, даже вот эти статуи, они все имеют с собой демоническую силу. Если человек слаб, уж тем более богов, он не имеет права у себя ставить дома, да, на алтарь. Конечно, всем советовать брать богов, их нужно уметь применить. Одно дело просто статуи покупать, другое дело уметь ими работать. Статуи просто так не берут для количества. Вот. Итак, я сейчас вам объясняю каждую болезнь, как вылечить. Сделайте это несколько раз подряд, несколько дней подряд, пока не исчезнет. Иногда исчезали сразу же в первый день. То есть человек вечером делал, утром уже просыпался, а у него этой кожной болезни уже нету. Итак, псориаз. Нужна черная ткань, свеча. Садитесь сами за стол. То есть не на стол, да, за стол. Ну уж извиняюсь, 6 часов, видите? А я работаю, вот с 10 часов начала вот эту всю деятельность. Конечно, у меня и язык уже с лыка не вяжет, и все такое. Все там храпят и думают, какой еще великий ритуал выставить. Вот. А я вот, видите, работаю. Друзья мои, если вы проводите для человека, вы берете черную ткань, ну, кусок ткани, вот маленькую, вот такую ткань, например, да, маленький кусок отрезали, и протираете эти все места, где сыпь.
где болезнь находится. Свеча стоит на столе. Свечу можно взять либо обычную белую, то есть парафиновую, либо из воска, обычная восковая свеча, свечка маленькая. Вы начитываете, рядом положите какую-нибудь пепельницу или что-нибудь, где можно потом эту ткань сжечь, этот кусок ткани. Он как бы впирает в себя, впитывает эту болезнь. Проносите по этим местам, если вы себе делаете, проносите по этим местам болючим, значит, начитывайте, сжигайте. На следующий день точно так же кусок ткани, свеча должна догореть после этого ритуала. Поэтому возьмите маленькую свечу, чтобы долго не ждать или весь день не горел, да? Если вы кому-то делаете, точно так же сажайте человека и протирайте этой тканью болючие места, собственно говоря. Потом на свече сжигайте, кидайте там в пепельницу, пусть сгорает, и в это время тоже говорите слова. Я вам сейчас все это скажу. Итак, черная ткань, свеча, псориаз лечим. Напоминаю, прошу у меня не забирать, это мое все. Черной тканью протираю, болезнь на ткань забираю. С тела имя уйди, уймись, в огне сгори, всю болезнь с тела на ткань сгоняю, с тела имя снимаю, с локтей до пят, с пят до ступней, отовсюду снимаю, на ткань передаю, ткань горит и болезнь горит. С этого часу, с моего приказу, с помощью великих сил, кожу лечу, обновляю, болезнь навеки убираю. Сойди болезнь на кочку, на дьявола дочку, имя оставь навеки, заклято. Еще раз читаю. Протираем черной тканью. После всего, что сказали, сжигаем, кидаем и выкидываем пепель хоть куда. Черной тканью протираю, болезнь на ткань забираю, с тела имя уйди, уймись, в огне сгори, всю болезнь с тела на ткань сгоняю, с тела имя снимаю, на ткань передаю. С локтей до пят, с пят до ступней, отовсюду снимаю, на ткань передаю. Ткань горит и болезнь горит. С этого часу, с моего приказу, с помощью великих сил, кожу лечу, обновляю, болезнь навеки убираю, сойди болезнь на кочку, на дьявола дочку, имя этого-то оставь навеки, заклято. Псориаз. Правильно сделайте. Самый запущенный случай минимум за 7-8 раз уже уйдет. Делаем на закате несколько дней подряд. Иногда бывает, что сразу помогает, первый же день исчезает. Но для пущего спокойствия второй день еще раз делайте, для профилактики, чтобы остаточное явление ушло. Крапивница. Крапивница очень неприятная болезнь, да, согласитесь, кто болел. Прям красная вся эта, краснючая. Покупайте в аптеке сушеные плоды, значит, красные плоды, либо там брусника, может быть, бабушек этих возьмите на рынке, или возьмите там, найдите красные плоды, маленькие плоды, либо брусника, либо в крайнем случае шиповник. Пусть они будут сухие или какие. Это все начитаете, берете, значит, вот эту горстку ягод, вот можете так протереть просто, либо все это, знаете, ложите в марлю, там сверните вот кулек, чтобы там было видна эта все краснота, и стелите перед человеком красную ткань. Если себя лечите, точно так же, уже объясняла, да, себя протирайте. Если другого человека, протирайте этого человека. Свеча тут не обязательно, можете поставить, можете нет, это на ваше усмотрение. Значит, вот этими ягодами протираем и говорим, клюкву можно, бруснику можно, там, что угодно, то, что красное, ягода красная. Итак, вот так натираем и говорим, крапивница болючая, пузырница красней, красней, да на красную ягоду сойди, и с имя пройди, каленым железом сожгу, пережгу, коли явишься, да проявишься. Сказано, сделано, истинно. Еще раз. Крапивница болючая, пузырница красней, да на красную ягоду сойди, с этого человека пройди.
Каленым железом сожгу, пережгу, коли явишься, да проявишься. Сказано, сделано, истинно. Вы как запугиваете болезнь, понимаете? Вот в магии есть такой вариант, такой момент изгнания болезни, запугивать болезнь. Вот и вы запугиваете, каленым железом сожгу, да, пережгу, если там явишься. Еще раз скажу, протирать вот этими ягодами. После эти ягоды просто выкиньте в мусорку. И если вы несколько дней подряд будете делать на закате, то купите определенное количество, чтобы вам хватило. Все, что у вас останется, ничего страшного, ешьте, выкидывайте, делайте, что хотите. Оно не имеет никакого отношения к этому ритуалу. Но то, что вы положили на марлю или взяли вот так, натерли, это, естественно, уже выкидывается. Крапивница болючая, пузырница, красней, да на красную ягоду сойди, с этого человека пройди. Каленым железом сожгу, пережгу, коли явишься, да проявишься. Сказано, сделано, истинно. А теперь зуд. Когда начинается зуд, безымянным пальцем против часовой стрелки крутим вокруг того места, где зудит. Или у вас зудит, или у другого человека, если вы принялись ему помочь. Да? Вот так крутите и читайте. Сидит черт на горе, греет шкуру и копыта. Я зуд сниму с кожи, имя, да черту передам. Черт, тебе чесаться да маяться, а ему без суда жить. Черту недуг, а ему здоровье. Сказано, сделано. Еще раз. Вот место, вот этот палец, уже объясняла, что это означает. Безымянный, никто, ничто, никак. И поскольку он безымянный, и болезнь должна быть безымянной стать. То есть, как у пальца нет имени, да, так и болезнь не должна быть уже больше. И болезни нет. То есть вы связываете одно с другим. Вот так крутим вокруг места, где зудит. У себя, например, да, или у человека. И говорим. Сидит черт на горе, греет шкуру до копыта. Я зуд снимаю, с кожи его до черту передам. Черт, тебе чесаться да маяться, а ему без зуда жить. Черту недуг, а ему здоровье. Сказано, сделано. Вместо ему назовете имя. Вот знаете, когда это я написала, то есть придумала, можно сказать, пришло мне, да, в студенческие годы в общежитии, когда там какой-то комар или что-то укусил, и у нее прям вот, она до крови начесала вот это место, ей надо было экзамен сдать, она стеснялась, настолько вот это все было, вот прям с кожи все она выдернула. Я просто в голову пришло взять и какому-то вымышленному черту это передать. Прошло. Через 1,5 часа она поехала, у нее уже не было ничего. Ну, у кого-то, может быть, получится чуть позже, потому что все-таки во мне есть некая сила, да. Но если у вас энергии там в этот момент предостаточно, может и у вас очень быстро получиться. Это можно простым людям делать. Теперь от прыщей. Прыщи для многих трагедия. Естественно, они потом оставляют угревую сыпь, потом очень неприятно. Этот заговор можно начитать и от прыщей, и от кожи болезненной, и от кожи очень жирной, которая постоянно какие-то гадости там проявляются. Да? То есть от нечистой кожи. Но я, как бы сказала, назвала, что это от прыщей. Берите воду, над водой это читаете и умываетесь. Опять, значит, лить воду в какую-то емкость, над водой читать 6 раз, идти умыться. Если вы постоянно несколько дней подряд будете это делать, кожа будет очищаться. Ну, на всякий случай повторяйте почаще, когда чувствуете, что опять начинается. Да, повторяйте, пока это полностью не исчезнет, эта проблема. Помогает и очень сильно. Попробуйте. Даже может помочь там, от покраснения кожи, от синяка на коже даже, понимаете? Не только от прыщей. То есть очищает кожу. Водная стихия, которую вы заряжаете заговором. О, вода великая, вода вечная, привечная, смываешь ты боль и хворь, как река смывает скалы, как океан берега точит. О, вода великая, древняя и вечная, ты смоешь с меня весь недуг, ты меня исцелишь. Великая вода, смой ненужное с лица, верни мне красоту, водой заклинаю,
да будет так. Еще раз. Вода великая, вода вечная, привечная. Смываешь ты боль и хворь, как река смывает скал, как океан берега точит. О, вода великая, древняя и вечная, смой с меня недуг. Ты меня исцелишь. О, ты, великая вода, смой ненужное с лица, верни мне красоту. Водой заклинаю, да будет так. Вы одну истину, один догмат связываете с другим. То есть, как река действительно омывает свои берега, как океан, правда, точит скалы, камни, да? Точно так же одну истину связав с другой истиной, точно так же она смоет и недуг с лица. Поскольку вот мы иногда говорим, да, как мертвые не восстанут до судного дня, так, чтобы вот эта порча или что там не вернулось. Поскольку мертвые тогда восстанут, если они восстанут, если вообще такое возможно, нас уже не будет на этом свете, то нам уже не страшно, вернется к нам порча, не вернется. Мы связываем одну истину с другой истиной. Или там есть, например, в заговорах такие слова, как там у Луны нет зубов и не болит, да, так и у тебя пусть зубы не болят и не крошатся. То есть у Луны нету зубов, естественное дело. И мы одну истину связываем с другой. Как Луна и Солнце не встречаются, так чтобы этот не встречались. Луна и Солнце действительно не встречаются, а значит, они тоже никогда не встретятся. Но если Луна и Солнце встретятся однажды, значит, ваш заговор, значит, разрушится. Ну, я думаю, что это случится через миллиарды лет, так что не страшно. Вот. Применяйте это. Я далее вам подарю заговоры, пока загружаю эти, чтобы вы успели понять, переварить, взять себе, испробовать. Пробуйте на здоровье, особенно заговоры и ритуалы на удачу. Иногда у людей несколько раз надо читать, чтобы срабатывали, но иногда бывает, что энергетика настолько совпадает, что сразу идет. Знаете, вот недавно написали о подарке судьбы. Я вам уже говорила, что я не знаю, какой подарок вам даст судьба. Я вам подарила ритуал, а судьба сама посчитает, какой вам подарок вручить за это. В общем, пробуйте, делайте, удачи вам. Будут вопросы, всегда рада отвечать вам. Знаете, что я всегда вам отвечаю, пишу, по возможности уделяю время. Правда, я в последнее время просто немножко бываю выжата иногда. Устаю, люди, поймите меня. На самом деле устаю, это нелегко. Снимать с людей такие страшные вещи и потом, как ни в чем не бывало, жить, это нелегко. Поэтому не обижайтесь, если я иногда не успеваю вам ответить. Да, пожалуйста, километровые вот эти душещипательные рассказы, истории любовные, прочие и все такое, я уже устала читать. Я прошу вас конкретно мне сказать, например, не знаю, хочу вот это, хочу то, возможно ли, возьметесь ли, сделаете ли, а я вам скажу да или нет. Я понимаю, что у вас история жизни, я все понимаю, что вы это все отправляете всем подряд одно и то же. Люди дорогие, я не в состоянии читать всю историю с вашего рождения, с вашими снами, предчувствиями и прочее, и прочее. Если я вам расскажу о своих снах и предчувствиях, вы упадете в обмороки. Поэтому давайте вот это все фантазию оставьте себе. Конкретно напишите, чтобы я поняла. Я человек дела. Сказали мне, вот это надо. Я скажу, я возьмусь или не возьмусь. Хорошо? А вот это вот километровые письма, ну, будьте так любезны. Спасибо за понимание. Удачи вам.